Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о ящерицах. Что мы знаем о них? Многие скажут, видели, знаем. Часто их можно увидеть на камне или пне, греющимися на солнышке. А чуть опасность, юрк, и нет ее. А если все-таки ее поймали, у нее есть суперспособность. Пожалуй, каждый с детства знает, что если схватить большинство ящериц за хвост, они просто оставят его в руках и убегут, чтобы потом вырастить новым. Их чешуя, цепкие лапы с когтями и пронзительный взгляд сразу вызывают ассоциации с древними рептилиями-динозаврами, только маленькими. Но так ли прост их мир? Только ли маленькими они бывают? Где скрываются от чужих глаз и чем питаются? Загадок здесь гораздо больше, чем ответов. И самое время разобраться во всем поподробнее. Поэтому прямо сейчас мы заглянем в самые потайные уголки нашей планеты, в мир ящериц. Поехали! Их история началась задолго до динозавров. В пермском периоде, более 250 миллионов лет назад. Тогда по Земле бегали янгиноформы. Эти изящные диапсидные рептилии не были ящерицами в строгом смысле, но их легкий череп и подвижное тело заложили анатомический стандарт для будущих чешуйчатых. Настоящий рассвет отряда чешуйчатых произошел в мезозое. Пока динозавры правили сушей, предки ящериц осваивали микромир, учились прыгать по деревьям, зарываться в почву и стремительно бегать. Именно тогда одна из их ветвей совершила невероятный эволюционный рывок, вернувшись в океан. Так появились мозазавры, огромные 17-метровые морские хищники мелового периода. Современные вараны приходятся этим древним монстрам ближайшими родственниками. А сегодня молекулярные исследования и анализ ДНК полностью переписывают старые учебники. Например, генетики выяснили, что змеи – это не отдельный класс, а просто сильно изменившиеся безногие ящерицы. Кроме того, ДНК-данные объединили игуан, варанов и змей в общую продвинутую группу, доказав, что их общий предок обладал зачатками ядовитого аппарата. И на данный момент отряд чешуйчатых включает более 7000 видов ящериц, которые традиционно группируются в несколько крупных инфроотрядов. Молекулярно-филогенетические исследования последних 2 десятилетий внесли коррективы в их родственные связи, однако классическая морфологическая систематика по-прежнему широко используется. Инфроотрядов 5, и в каждом представлены удивительные ящерицы, и мы обязательно на них посмотрим. И начнем с одного из самых древних и специализированных инфроотрядов – гекконообразных. На сегодняшний день эта ветвь рептилий насчитывает более 1500 видов. Они признаны абсолютными лидерами ночного и сумеречного макромира. Пока другие ящерицы мирно спят, укрывшись в норах, гекконы выходят на охоту. Ради этого эволюция кардинально перестроила их анатомию. Подарила им огромные чувствительные глаза, сросшиеся прозрачные веки, заменяющие линзы, и уникальные голосовые связки. Но главная их суперспособность, заставляющая ученых-инженеров всего мира ломать головы, это фантастическое умение полностью игнорировать законы гравитации. Это самый многочисленный и громкий представитель инфроотряда – токийский геккон, или просто токи. Это крупная, достигающая 35 сантиметров в длину, очень ярко, а иногда и агрессивная ящерица с мощными челюстями. Токи знаменит на все азиатские джунгли своим раскатистым щелкающим криком «Токи!», которым самцы яростно обозначают границы своих владений. У него потрясающе развиты голосовые связки, что среди ящериц огромная редкость. Такует геккон прямо как глухарь. Европейские исследователи услышали в этом звуке гекко. Так и появилось официальное название всего инфроотряда. Еще одна странность токи – сросшиеся прозрачные веки. Они совершенно не умеют моргать, поэтому буквально облизывают собственные глаза языком, чтобы очистить их от пыли. Именно на примере токи ученые разгадали секрет хождения гекконов по вертикальным стеклам и даже по гладкому потолку вверх ногами. На подушечках их пальцев нет клея или присосок, там расположен сложнейший многоуровневый комплекс.
Каждый пальчик покрыт рядами кожных пластинок, ламел. На этих пластинках растут миллионы микроскопических щетинок, сет. Каждая щетинка на конце расщепляется на сотни наноразмерных лопаточек, спатул. Когда геккон ставит лапу на стену, эти нанокончики вступают в межмолекулярное взаимодействие с поверхностью за счет сил Ван дер Ваальса, слабых сил электростатического притяжения на атомном уровне. Когда миллиарды спатул работают одновременно, создается сумасшедшее сцепление. Одна лапка способна выдержать до 200 грамм нагрузки. При этом лапа легко отрывается, если изменить угол наклона пальцев, и никогда не загрязняется. И если большинство гекконов охотятся исключительно ночью, близкий родственник Токи с Мадагаскара Фильзума пошел против гекконьих правил. Он стал дневным, окрасился в сочно-ярко-зеленый цвет, а зрачки из вертикальных, типично ночных, превратились в идеально круглые. А семейство эублифаров полностью отказалось от лапок липучек. Живя в сухих пустынях и среди каменистых предгорьев Пакистана, Афганистана и Индии, в условиях песчаных бурь, нанощетинки быстро бы забились грязью, поэтому они вторично утратили этот аппарат, вернув себе классические когти для рытья нор и лазания по шершавым скалам. Зато в отличие от настоящих гекконов, эублифары сохранили другую важную черту – подвижные веки. Они умеют очаровательно моргать и подмигивать в камеру. А еще это очень запасливые существа. В своем толстом мясистом хвосте самый известный из них пятнистый эублифар запасает жир и воду на случай суровой засухи или долгой голодовки. Самцы этого вида также очень вокальны и во время ухаживания издают нежные брачные трели. А если вам нужен абсолютный чемпион по игре в прятки, то это плоскохвостые мадагаскарские гекконы. Это существо решило полностью слиться с лесной подстилкой. Его тело, окраска и узоры в точности имитируют старый пожухлый сухой листочек. Его хвост плоский с неровными зазубренными краями, напоминающими объеденные насекомыми края листвы, а над глазами красуются небольшие выросты реснички. Днем он неподвижно висит на ветке вниз головой, и заметить его не сможет даже самый зоркий хищник. А самые маленькие из гекконов – это обитатели Карибских островов – карликовый геккон и геккон-лилипут. Эти крошки едва достигают 16-18 мм в длину вместе с хвостом и весят всего доли грамма. Они легко помещаются на обычной мелкой монетке. Жизнь в таком ультрамелком масштабе заставила их приспособиться к охоте на мельчайших клещей и многохвосток, а геккон-лилипут вдобавок ко всему освоил партеногенез – способность самок откладывать яйца и выводить потомство без участия самцов, что критически важно для выживания крошечных изолированных популяций. Большинство остальных гекконов яйцекладущие, откладывают 1-2 яйца с твердой известковой скорлупой, намертво приклеивая их к субстрату, в то время как у эублифаров яйца остаются мягкими и кожистыми. Завершают наше знакомство два совершенно уникальных эндемика. В Австралазии затаилось семейство диплодактилид и его яркий представитель – новозеландский зеленый геккон. Он тоже пошел наперекор общей ночной серости, ведет дневной образ жизни, окрашен в изумрудный цвет, а внутри его пасти скрывается неоново-синий язык, который он демонстрирует врагам. Кроме того, из-за сурового и холодного климата Новой Зеландии, этот вид полностью отказался от откладки яиц и стал живородящим. А вот австралийская апразия, которую часто называют ящеричным песчаным удавчиком, наглядно показывает, как геккон может полностью потерять свой облик. В процессе адаптации к роющему образу жизни в песке апразия полностью лишилась лап, превратившись в розового червячка. О ее принадлежности к гекконам говорят лишь скрытые анатомические признаки черепа и едва заметные чешуйчатые рудименты на месте задних конечностей. А мы переходим к инфраотряду игуанообразных. Они развили идеальное цветное зрение, сложнейший язык жестов, фантастические анатомические инструменты и зубодробительное оружие. Сегодня эта гигантская группа включает 3 ключевых семейства – игуан, агам и хамелеонов. Игуаны забрали себе новый свет от юга США до Патагонии. Агамы поселились по Африке, Азии и Австралии, а хамелеоны освоили Мадагаскар.
и регионы южнее Сахары. Всех игуанообразных, несмотря на внешние различия, объединяет одна фундаментальная анатомическая черта. У большинства других ящериц зубы прирастают к внутренней стороне челюсти и постоянно сменяются в течение жизни. Но у игуанообразных они вообще не имеют корней. Зубы намертво припаяны своей вершиной прямо к верхнему гребню челюстной кости. У хамелеонов во взрослом возрасте они не сменяются вообще. И сама форма этих костяных выростов отражает их гастрономическое меню. У травоядных игуан зубы лопатовидны, с острыми зазубринами, как у настоящих пил. Это позволяет им легко, как ножницами, срезать жесткие волокнистые листья. У хищных и всеядных агам зубы остроконические, созданные для намертво фиксирующего захвата и удержания скользких извивающихся насекомых. У хамелеонов они превратились в кинжаловидные пики, способные сходу пробить прочнейший хитиновый панцирь крупных жуков. Семейство игуановых подарило миру истинных мастеров выживания. И самый поразительный и знаменитый пример – морская игуана, эндемик Галапагосских островов. Это единственная ящерица в мире, которая связала свою жизнь с бушующим океаном. Они пасутся на подводных полях водорослей, бесстрашно ныряя на глубину до 12 метров и задерживая дыхание на феноменальные 40 минут. Чтобы выжить на такой специфической диете, они развили мощные солевые железы в ноздрях. В буквальном смысле слова эти рептилии вычихивают облака скопившихся кристаллов соли прямо в воздух. Их полная экологическая противоположность – пустынная игуана, обжившая раскаленные пески пустынь Мохаве и Сонора. Она абсолютно комфортно чувствует себя на грунте, прогретом до 50 градусов. Живой влаги здесь нет, поэтому ящерица перешла на строгую вегетарианскую диету. Она питается почти исключительно сухими цветами и листьями криозотового куста, а переваривать эту целлюлозу ей помогают уникальные симбиотические бактерии, живущие в ее кишечнике. Внутри этого же семейства встречаются и весьма грозные виды, например, игуана-носорог с острова Гаити. Свое название этот тяжеловесный эндемик получил за 3 крупных конических рога, расположенных прямо на мордочке. В отличие от многих других ящериц, у этой игуаны рога — это плотные костные выросты черепа, которые самцы используют в качестве тарана во время территориальных боев. А семейство хамелеонов — это абсолютный недосягаемый пик узкой эволюционной специализации. Каждая деталь их тела была переписана природой заново под древесный образ жизни. Их лапы превратились в жесткие цилиндрические клешни, где пальцы срослись в 2 противодействующие группы, так называемая зигодактилия. 2 пальца смотрят наружу, 3 внутрь. Они намертво обхватывают веточки, а цепкий хвост работает как 5-я конечность. Чтобы хищники не заметили их среди листвы, хамелеоны используют криптическую стратегию. Они передвигаются с невероятно медленной скоростью, всего до 3 мм в секунду, искусно имитируя покачивание ветки от ветра. Их глаза — это сложные оптические приборы. Они полностью покрыты сросшимися веками с крошечным отверстием для зрачка и способны вращаться независимо друг от друга на 180 градусов по горизонтали и на 90 по вертикали. Хамелеон может одновременно смотреть вперед и назад, но как только в поле зрения появляется жертва, происходит магия. Оба глаза мгновенно сводятся в одну точку, фокусируясь на объекте. Включается бинокулярное стереоскопическое зрение, позволяющее с идеальной миллиметровой точностью рассчитать дистанцию до цели. В ту же секунду срабатывает главный инструмент охоты – выстреливающий язык, обладающий самой быстрой и длинной мускулатурой среди всех позвоночных. В состоянии покоя он сложен в гортани, как сжатая пружина. При атаке за невероятные 0,03 секунды за счет предварительного колоссального напряжения коллагеновых колец и взрывного ускорения язык вылетает из пасти на расстояние
превышающая длину тела самой ящерицы в 2,5 раза. Спрятаться от этого живого снаряда у насекомых нет ни единого шанса. Среди них есть и свои супертяжеловесы, такие как хамелеон Парсона. Этот гигант длиной около 65 сантиметров с мощным шлемом на голове. Из-за своих размеров они никуда не спешат. Их жизненные процессы настолько замедлены, что отложенные самочкой яйца развиваются в инкубации до 2 лет. Это абсолютный рекорд в мире чешуйчатых. А его сосед хамелеон Джексона выглядит очень необычно. На голове у самцов красуется 3 длинных направленных вперед рога. Однако в отличие от игуаны-носорога, эти рога не костные, а состоят из плотного рогового вещества, напоминающего наши ногти или рог носорога. Самцы используют их как турнирные копья, пытаясь сбросить соперника с ветки. А еще хамелеоны меняют свою цветовую окраску. Смена цвета у хамелеона — это не магия, а живые нанотехнологии. В их коже скрыт уникальный двухслойный монитор. Верхний слой содержит привычные химические пигменты – желтые и черные, а вот глубокий заполнен микроскопическими кристаллами гуанина. Эти кристаллы работают как трехмерные оптические зеркала. Когда хамелеон спокоен, они сидят плотно, отражая синий свет, который, смешиваясь с желтым, дает зеленый. Но стоит ящерице разозлиться, испугаться или перегреться, кожа растягивается, расстояние между кристаллами увеличивается, и хамелеон мгновенно вспыхивает желтыми, оранжевыми или красными цветами. А это агамы. Весь мир этих ящериц построен на сложном визуальном языке. Чтобы защитить свои владения, заявить права на территорию или очаровать самочку, самцы устраивают акробатические шоу. Они совершают ритмичные, четкие отжимания на передних лапах, бешено кивают головами и раздувают горловые мешки неоновых расцветок. Некоторые виды используют цвет как маркер статуса, например, сетчатая агама. В обычное время это невзрачная серая ящерица, но как только самец прогревается на солнце и готов заявить о доминировании, его голова, шея и плечи окрашиваются в кричащий ярко-малиновый цвет, а остальное тело и хвост становятся насыщенно синими. Из-за этого феноменального контраста эту ящерицу называют Человеком-пауком. В моменты опасности спецэффекты агам достигают своего апогея. Бородатая агама при появлении врага мгновенно раздувает свой горловой мешок, усаженный грозными шипами. Горло окрашивается в пугающий и сине-черный цвет, а ящерица широко открывает пасть, демонстрируя хищнику контрастную ярко-желтую внутреннюю сторону рта. Ее австралийская родственница плащеносная ящерица идет еще дальше. В случае угрозы она раскрывает вокруг головы гигантский кожистый воротник-плащ, укрепленный длинными хрящевыми лучами, диаметром до 30 сантиметров. Чтобы окончательно деморализовать противника, она с шипением встает на задние лапы и на полной скорости бежит прямо на врага, напоминая разъяренного мини-динозавра. Игуанообразные за миллионы лет эволюции заполнили самые невероятные экологические ниши, создав виды, которые кажутся персонажами из фантастических фильмов. Это летающий дракон. Небольшая агама, которая научилась в буквальном смысле летать по воздуху. По бокам ее тела расположены широкие кожистые складки, поддерживаемые сильными удлиненными ложными ребрами. Раскрывая эти ребра, как спицы зонтика, дракон превращает свое тело в идеальное планерное крыло и совершает затяжные прыжки-полеты с дерева на дерево на расстояние до 60 метров, виртуозно управляя хвостом в полете. Если драконы покорили воздух, то легендарный Василиск, принадлежащий к семейству шлемоносных игуан, подчинил себе водную гладь. За уникальную способность бегать по воде его заслуженно прозвали ящерица Иисуса. Удирая от хищника, Василиск разгоняется, встает на задние конечности и буквально мчится по поверхности реки или озера. Секрет его трюка в огромной скорости ударов лап до 20 шагов в секунду и особых кожных складках на пальцах. Шлепая лапой по воде, Василиск захватывает пузырек воздуха, создавая под собой временную опорную подушку, которая удерживает его на плаву, пока он не растеряет скорость.
А его ближайший родственник, шлемовая игуана, выбрала тактику глухой обороны. На ее голове красуется массивный монолитный костяной шлем, плавно переходящий в зазубренный гребень на спине. Если ее обнаружили, она раздувает горло и поворачивается к врагу строго в профиль, визуально увеличивая свои размеры в несколько раз. Схожие паруса, высокие гребни, устрашающие шипы развили представители рода древесных драконов, которые к тому же способны мгновенно менять цвет тела в зависимости от температуры и настроения. Экстремальные условия пустыни Австралии породили еще одно чудо инженерии – молоха. Тело этой небольшой австралийской агамы сплошь покрыто острыми, загнутыми роговыми шипами. Но самый фантастический его орган – это кожа. Молох умеет пить лапами. Между его чешуйками проложена сеть микроскопических капиллярных каналов. Любая капля влаги, упавшая на спину, или роса, собранная лапами со влажного песка, под действием капиллярных сил устремляется по этим желобкам прямо в уголки рта ящерицы. Молоху достаточно просто стоять во влажном субстрате, чтобы напиться. А в суровых песчаных дюнах Центральной Азии выживает ушастая кругоголовка. В случае опасности она не может быстро скрыться, поэтому применяют психологическую атаку. Ящерица широко разевает пасть, а по бокам ее рта мгновенно расправляются огромные пронизанные сосудами кожные складки, усаженные по краям зубчатой бахромой. В одну секунду маленькая голова рептилии превращается в огромную зубастую маску, а ее родственница кругоголовка-вертихвостка использует свой хвост как семафор. Она сворачивает его в крутую спираль и резко разворачивает, общаясь так со своими сородичами на расстоянии. А в Америке живут настоящие спринтеры. Ошейниковая ящерица, названная так за контрастные черные полосы на шее, признана одной из самых быстрых ящериц Америки. Спасаясь от погони, она отрывает передние лапы от земли и мчится на задних конечностях со скоростью до 26 км в час, совершая гигантские прыжки над камнями. Замыкает это грандиозное шествие рогатая ящерица. Ее плоское дисковидное тело усыпано шипами, помогающими маскироваться среди камней. Но если хищник все-таки прижал ее к земле, фринозома включает оружие последнего шанса. Она резко повышает кровяное давление, в результате чего капилляры в уголках ее глаз лопаются, и ящерица прицельно выстреливает во врага струей собственной крови на расстояние до 1,5 метров. Эта кровь смешана с едким химическим секретом, который напрочь отбивает аппетит у койотов и лисиц. А мы переходим к самому процветающему и эволюционно-пластичному инфраотряду на планете – сцинкообразным. Если хамелеоны и игуаны сделали ставку на яркие внешние эффекты и жизнь на ветвях деревьев, то сцинкообразные завоевали Землю, подземные лабиринты, каменистые осыпи и густую лесную подстилку. Их главное преимущество – это потрясающая практичность во всем, от обтекаемой формы тела до скрытого под чешуей прочнейшего костного бронежилета. В этот огромный инфраотряд входят уникальные семейства, каждое из которых нашло свой собственный, порой совершенно фантастический способ выживания. И начнем мы с семейства настоящих ящериц. Да, это сцинкообразные. Это абсолютная классика. Стройные, длиннохвостые и невероятно быстрые существа, которых каждый из нас с детства привык видеть на дачных грядках, лесных опушках и каменистых тропинках Европы, Азии и Африки. Анатомически они представляют собой идеальный стандарт прыткой наземной рептилии. Два самых ярких и успешных представителя этого семейства – прыткая и живородящая ящерицы. Прыткая ящерица – прирожденный спринтер. Ее мускулистое тело идеально сбалансировано для резких, стремительных, зигзагообразных рывков в густой траве. И заметить ее легче всего весной или летом, благодаря сочной изумрудной зеленой окраске самцов в брачный период. Но вот поймать задача непростая. Секунда, и она растворилась среди корней. А живородящая ящерица – настоящий полярник и экстремал. Эта скромная рептилия смогла продвинуться дальше всех своих сородичей на север, заходя даже за полярный круг. Чтобы выжить в условиях невероятно короткого холодного лесного лета, она полностью отказалась от откладывания яиц в
прогретую землю, ведь в условиях вечной мерзлоты или холодной почвы кладка бы просто погибла. Вынашивая яйца внутри себя, она рожает уже полностью сформированных самостоятельных детенышей, готовых к суровой борьбе за жизнь. Внутри этого же родственного древа встречаются удивительные южные щеголи. Например, перламутровая ящерица, одна из самых крупных и красивых рептилий Европы, вырастающая до 90 сантиметров. Ее спина покрыта роскошным ковровым узором из зеленых чешуек, на фоне которых по бокам горят неоново-синие глазки. И если настоящие ящерицы полагаются на длинные лапы и скорость, то представители семейства сцинков пошли по совершенно другому пути. Это истинные мастера скрытного перемещения и подземного маневрирования. Эволюция подарила им удивительную идеально гладкую и плотную циклоидную чешую, которая заходит одна за другую, как черепица. Каждая чешуйка отполирована до зеркального блеска, что сводит трение о грунт к абсолютному минимуму. Тело сцинков в процессе адаптации стало вытянутым и цилиндрическим, а лапы у многих видов начали стремительно уменьшаться, редуцируясь до крошечных придатков с парой пальцев или исчезая вовсе. Среди них есть синеязыкий сцинк из Австралии. Это крупная, тяжелая и довольно медлительная рептилия с мощным массивным телом. Из-за своей природной неповоротливости он физически не может быстро убежать от хищника или ловкой птицы. Поэтому в момент смертельной опасности сцинк разыгрывает гениальную психологическую карту. Он раздувается, начинает грозно шипеть, широко открывает пасть и демонстрирует огромный, неестественно ярко-синий язык на фоне контрастной сочно-розовой ротовой полости. Такой внезапный контраст мгновенно сбивает с толку нападающих агрессоров, давая сцинку время для отступления. Но если синеязыкий сцинк использует ультрамарин для защиты, то синий хвост из сцинк с острова Рождества превратил цвет в хитрую приманку. Молодые особи этого вида обладают невзрачным темным телом, но их хвост горит неоновым цветом. Когда хищник атакует, его внимание автоматически приковывается к этому яркому маркеру. Сцинк легко отбрасывает синий хвост, который продолжает бешено извиваться на земле, отвлекая врага, пока сама ящерица спасается бегством. Настоящим венцом оборонительной инженерии и биомеханики внутри этого инфраотряда стало семейство поясохвостов, обитающих исключительно на засушливых скалистых просторах Южной Африки. Эти ящерицы выглядят как самые настоящие драконы, только маленькие. Их чешуя в процессе эволюции претерпела радикальные изменения. Она превратилась в массивные, затыкающие друг друга жесткие роговые пластины, под которыми скрываются остеодермы, подкожные костные щитки. Эта броня расположена строгими правильными поперечными рядами, образуя вокруг тела сплошные монолитные кольчатые пояса, усаженные острыми шипами. Когда на поясохвост нападает хищник, ящерица даже не пытается спасаться бегством. Она сворачивается в жесткое непробиваемое кольцо, намертво захватывает кончик собственного колючего хвоста мощными челюстями. В таком положении она надежно прячет свое единственное уязвимое место – мягкое незащищенное брюшко. Хищник оказывается перед неразрешимой дилеммой. Перед ним лежит абсолютно жесткий, ощетинившийся костяными шипами бублик, который невозможно ни проглотить, ни развернуть, ни прокусить. Цинкообразные настолько пластичные, что смогли породить виды, ломающие все привычные шаблоны о том, как должна выглядеть и вести себя ящерица. Крокодиловый сцинк, обитающий в Новой Гвинее. Эта небольшая угольно-черная ящерица выглядит как уменьшенная копия крокодила, только очень симпатичного, благодаря крупным выростам на спине и ярко-оранжевым кольцам вокруг глаз. Живут они у водоемов и развили уникальные для сцинков черты. В случае опасности они не убегают, а впадают в ступор, каталепсию, прикидываются мертвыми и начинают пронзительно пищать, пугая врага. Более того, они проявляют трогательную заботу о потомстве, охраняя свои гнезда с яйцами.
Если крокодиловые сцинки покорили воду, то плоские ящерицы стали королями вертикальных скал. Их тело невероятно сплющено. Это позволяет им прятаться в самые узкие расщелины камней, куда не протиснется ни одна птица. Но самое поразительное — это их окраска. Самцы плосколобых ящериц окрашены в дикие ультракислотные цвета. Синие головы, зеленые спины и ярко-красные хвосты, что делает их похожими на живые граффити на серых африканских валунах. Совершенно обособленно стоит редчайшая китайская крокодиловая ящерица. Она ведет полуводный образ жизни в горных ручьях, а ее мощный хвост превратился в вертикальное плоское весло, позволяющее ей виртуозно плавать и охотиться на рыбу и головастиков. А это мексиканская червеобразная ящерица, или айолот. Это существо полностью отказалось от облика ящерицы. Оно выглядит как длинный толстый розовый червь. Задние лапы у нее исчезли полностью, но эволюция оставила ей две передние конечности. Эти крошечные, но невероятно мощные пятипалые лапки расположены прямо у головы и снабжены острыми когтями. С их помощью айолот буквально прорубает себе дорогу в плотной почве, загребая землю перед собой, как миниатюрный подземный экскаватор. А мы, дорогие друзья, подошли, пожалуй, к самой интеллектуальной, грозной и эволюционно продвинутой группе мира рептилий – инфраотряду веретеницеобразных. Если предыдущие группы ящериц в основном занимали ниши мирных вегетарианцев, специализированных древесных жителей или охотников на мелких насекомых, то веретеницеобразные замахнулись на гораздо большее. Они дерзко заняли роль высших доминирующих хищников планеты. Их главная общая анатомическая особенность – это длинный, глубоко раздвоенный чувствительный язык. Точь-в-точь, как у змей. С его помощью они виртуозно сканируют молекулы запаха в воздухе, перенося их на специализированный орган Якобсона на небе, что позволяет им с математической точностью выслеживать добычу или чуять падаль на расстоянии сотен метров. В этот инфраотряд входят культовые семейства, каждое из которых довело свою индивидуальную стратегию выживания и ведения войны до абсолютного эволюционного максимума. На самой вершине пищевой цепочки этого инфраотряда гордо восседает семейство варанов. Это невероятно выносливые, сильные, опасные охотники. Их бесспорным королем является комодский варан. Вырастающий до 3 метров в длину и весящий более 90 килограммов, этот сухопутный титан держит в животном страхе изолированные острова Индонезии. Комодский варан — активный, расчетливый хищник и прожорливый падальщик в одном лице. Он обладает мощным скелетом, сильным хвостом и способен развивать взрывную, спринтерскую скорость при молниеносной атаке из засады, а при необходимости преследовать раненую жертву часами. Нападая на крупных оленей, кабанов и даже огромных азиатских буйволов, варан наносит глубокие рваные страшные раны своими зазубренными, сжатыми с боков зубами. Совсем недавно палеонтологические исследования открыли потрясающий факт. Режущие кромки зубов комодского варана покрыты настоящим концентрированным слоем железа. Этот защитный оранжевый контур не дает зубам тупиться и ломаться при разрезании толстой шкуры и костей жертвы. Кроме того, исследования ученых доказали, что их слюна содержит сложнейший коктейль из токсичных белков, вырабатываемых ядовитыми железами нижней челюсти. Этот яд вызывает у укушенной жертвы резкое падение кровяного давления, шок и полностью блокирует свертываемость крови, приводя к быстрой потере сил. Но что поражает исследователей еще больше, это их поразительно сложное социальное поведение. Вараны способны координировать свои действия при совместном делении крупной добычи, обладают отличной памятью, узнают ухаживающих за ними людей в зоопарках и демонстрируют высочайший для рептилий уровень игрового поведения, сознательно манипулируя различными предметами. И если вараны делают ставку на сокрушительную физическую силу, размеры и зубы пилы, то семейство едозубов выбрало изощренное химическое оружие. Это единственные в мире ящерицы, развившие полноценный, смертоносный и крайне опасный для жизни человека и животных ядовитый аппарат. Самый яркий представитель семейства – едозуб гилла
или желатье, обитающие в засушливых каменистых пустынях США и Мексики. Это медлительное, грузное и плотное существо с колоритной предупреждающей окраской из розовых, оранжевых и черных рельефных чешуй, похожих на бусины. В отличие от ядовитых змей, у которых мощный токсин впрыскивается под давлением через полые клыки верхней челюсти, у едозуба крупные ядовитые железы расположены на нижней челюсти. Их зубы не полые, они имеют глубокие продольные бороздки на передней и задней поверхности. Когда желатин нападает, он делает резкий выпад, намертво сжимает челюсти и буквально вжевывает яд в тело жертвы. При этом ящерица часто переворачивается на спину. Это нужно для того, чтобы опасный токсин под действием естественной силы тяжести лучше стекал по бороздкам зубов прямо в глубокую рваную рану. Их яд обладает мощнейшим нейротоксическим действием, вызывая мгновенный шок, падение пульса и острую парализующую боль у любого, кто посмеет потревожить покой этого скрытного пустынного жителя. А полной противоположностью грозным и приметным хищникам выступает семейство веретеницевых. Самый известный, классический и близкий нам представитель семейства – веретеница ломкая. При первом же взгляде на веретеницу любой неподготовленный человек в панике закричит «Змея!» и совершит грубейшую биологическую ошибку. Перед ним самая настоящая ящерица, которая в ходе многовековой эволюции полностью отказалась от лап ради скрытной жизни в густой траве, под мхом и в лесной подстилке. Безногое тело позволяет ей легко скользить сквозь самые плотные сплетения корней. Внутри ее тела палеонтологи-анатомы до сих пор находят крошечные костные рудименты, незаметные остатки былых поясов передних и задних конечностей. Отличить веретеницу от змеи на самом деле очень просто. Она имеет подвижные веки и умеет моргать. Змеи моргать не умеют, а ее тело покрыто идеально гладкой монолитной жесткой чешуей, под которой скрываются прочные костные пластинки. Свое видовое название ломкая она получила за феноменальную способность к аутотомии. Сброс хвоста. В науке аутотомия – это отлаженный оборонительный рефлекс. Внутри хвоста ящерицы прямо посреди каждого позвонка проходят особые хрящевые прослойки. В момент смертельной опасности нервная система посылает сигнал, и мышцы вокруг этой зоны резко спазмируются. Они буквально разрывают позвонок пополам и намертво пережимают кровеносные сосуды. Поэтому крови и боли почти нет. Отброшенный хвост продолжает бешено извиваться благодаря автономным нервным узлам, отвлекая хищника. Затем запускается процесс регенерации. Рана затягивается, а стволовые клетки начинают строить новый хвост. Однако копия уступает оригиналу. Костные позвонки больше не восстанавливаются, вместо них образуется сплошная хрящевая трубка. Новая чешуя выглядит блеклой, а повторно сбросить хвост в этом же месте ящерица уже не сможет. Для рептилии это огромная энергетическая потеря, поэтому суперспособность включается только как крайняя мера, ради спасения жизни. И у многих ящериц эта способность присутствует, а у некоторых нет. Например, у варанов, игуан, агам или хамелеонов нет, потому что потеря хвоста даже на время окажется роковым. А хвост веретеницы составляет больше половины длины ее тела, причем ломаться он может сразу в нескольких местах одновременно, превращаясь в серию бешено извивающихся обрубков. Пока озадаченный хищник пытается понять, что происходит, сама безногая ящерица тихо уползает в безопасное место. Ее близким родственником является знаменитый желтопузик или стеклянная ящерица. Это крупная безногая ящерица, вырастающая до 1,5 метров. Желтопузик полностью лишен ног, но сохранил едва заметные рудименты задних лапок в виде крошечных сосочков возле клоаки. Свое название стеклянная ящерица он получил за то, что его длинный хвост при грубом захвате отламывается так же легко и резко, словно бьющееся стекло. А это австралийское семейство чешуеногов, ярким представителем которого является дельма. Внешне она невероятно похожа на змей. Их лапы практически полностью редуцировались. Однако, если присмотреться к нижней части длинного тела дельмы, можно обнаружить забавные плоские чешуйчатые лопасти. Это рудименты задних лап, которые ящерица прижимает к телу во время быстрого скольжения по траве. Чешуеноги наглядно демонстрируют, как именно миллионы лет назад предки змей постепенно теряли свои конечности, приспосабливаясь к новым экологическим нишам.
Эволюция рептилий полна парадоксов. Пока одни ящерицы отращивали мощные лапы, чтобы бегать со скоростью ветра, или изобретали крылья для полета, другие выбрали совершенно иной путь – путь абсолютного минимализма. Мы переходим к малой, но морфологически своеобразной группе, которую ученые часто связывают с веретеницеобразными, к семейству аннелиды, калифорнийские червеобразные ящерицы и диплоглоссы. Они полностью отказались от солнечного света, променяв просторы суши на таинственный скрытый мир рыхлой почвы, песчаных дюн и прелой листовой подстилки. Чтобы выжить в этой плотной темной среде, им пришлось кардинально перестроить всю свою анатомию, пройдя через процесс экстремальной редукции. Представители семейства калифорнийских червеобразных ящериц очень необычные. Внешне они меньше всего похожи на рептилии. Они напоминают скорее крупного дождевого червя. Их тело стало идеально цилиндрическим, а конечности исчезли без следа. В рыхлой почве или прибрежных песчаных дюнах Калифорнии лапы были бы просто обузой, создавая лишнее сопротивление при движении. Вместо этого ящерица буквально ввинчивается в грунт, волнообразно изгибаясь всем телом. Их близкие родственники, диплоглоссы, демонстрируют схожую стратегию, но с упором на защиту. Обитая в тропических лесах Центральной и Южной Америки, а также на островах Карибского бассейна, эти рептилии сделали ставку на жизнь в вечно влажной и плотно-листовой подстилке. Ящерицы поражают своим разнообразием. От нанотехнологичных гекконов, удерживающихся на атомарном уровне на стекле, до трехметровых варанов с железными зубами и химическим оружием. Одни отрастили крылья и научились летать, другие полностью отказались от лап, превратившись в подземных червей. Одни чихают солью в бушующем океане, другие выдерживают 50-градусную жару пустынь и пьют воду с собственной кожей. И оказывается, ящерицы — это не только обитатели грядок, а невероятный спектр форм, размеров и спецэффектов, доказавший, что природа способна упаковывать совершенство в любую чешуйчатую форму. В экосистемах Земли ящерицы выполняют роль важнейшего живого моста. Будучи эктотермами, они не тратят энергию на обогрев тела, что позволяет им выживать в самых бесплодных биотопах и эффективно управлять ресурсами. Их главная задача – ювелирный контроль макромира. Поедая тонны насекомых, слизней, клещей, миллиарды рептилий работают естественными санитарами планеты, сдерживая вспышки численности вредителей. В то же время сами чешуйчатые служат ключевой кормовой базой для сотен видов птиц, змей и млекопитающих. На изолированных островах они берут на себя роли опылителей растений и распространителей семян. Кроме того, из-за чувствительности к токсинам и климату, ящерицы признаны живыми биоиндикаторами. Их исчезновение – первый сигнал экологической катастрофы. Они – незаменимые шестеренки в механизме биосферы, обеспечивающие баланс и здоровье нашей планеты. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.